Во-первых, я бы хотел сказать, выскажу свое мнение, свое наблюдение. Мне кажется, что украинская пропаганда загнала саму себя в угол, потому что расчет шел в основном только на ящик. И попались на крючок этой пропаганды те, кто всегда все время этот ящик и смотрел. То есть люди в большинстве своем немножко так, бесполезные в плане промывки мозгов. Это люди старшего поколения. Просто поразительно. В общем, наш опрос в Киеве, и мы спрашиваем ни много ни мало, хочет ли Путин завоевать Украину. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Нет, не хочет. А вот его действия в Крыму, на Донбассе, чем вы это можете, что сказать? Я не знаю, что он там. Короче, хочет захватить Украину. Хочет, да? Да, 100%. А зачем она ему? Зачем? Тому що без України Росія ніхто. Це сам Ленін говорив. Україна це є тише. Саме краще, що є. Спасибо. Добрый день. Добрый день, а вот ваш малый. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Хочет? Почему вы так считаете? Ну, потому что это у него такая идея, как бы он же великий Владимир, у него еще давно была такая цель, чтобы вернуть какой-то Советский Союз, и чтобы все земли рядышком подчинялись ему. Я так думаю. Спасибо. А вы как думаете? Я в политике не разбираюсь сильно. Ну, то, что сейчас происходит, как вы думаете, это попытка захвата Украины или какие-то другие причины? Я думаю, что, наверное, Путин хотел бы захватить, но у него, может, не получится ничего. Добрый день. Скажите, как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Ребята, что вы издеваетесь, а? Какой Путин, какая Украина, кому? Ну, а то, что сейчас происходит, вот Крым, Донбасс. Почему это, как вы думаете? Это все для отмытия денег. То есть вы считаете, что он не хочет? Ему она нужна. Что здесь на Украине есть? Спасибо. Может, еще что-то хотите сказать? Нет. Спасибо. Добрый день. Социальный опрос. Скажите, как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Не знаете? Спасибо. Здравствуйте, девушка. Скажите, как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Ну, вот анализируя ситуацию, которая сейчас происходит. Что вы думаете? Не знаю, честно. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, а как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Мне все равно. Почему? Вы не украинец? Нет, я молдаван. Ну а ваше мнение вот по поводу Украины, как вы думаете? Извините, я не хочу с вами общаться. Здравствуйте, женщина. Скажите, а как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Мы не будем отвечать. Я воздержусь. Неприятная тема. Не хочу даже говорить об этом. Мы очень любим свою страну. Болезненно очень вообще об этом говорить и не хочется, честно. Я думаю, что нет. Думаете, что нет? Думаю, что нет. А вот эти вот действия, которые там с Донбассом, с Крымом? Это вообще ужасно. Ну что сказать? Ну захватил, ну что сказать? Надо было нам, нашей власти немножко быть как-то. Да, надо было вовремя все это делать, оперативно как-то принимать какие-то соответствующие решения, а не махать кулаками уже после битвы. Мы, конечно, не хотим, чтобы он захватил. Но от нашего да, желания. от нас мало что зависит. Но вы думаете, он вообще хочет это сделать? Не знаю, не знаю. Спасибо. Добрый день. Один вопросик. Скажите, как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Да, думаю, да. А зачем она ему? Потому что они, в конце концов, всегда считают, что Украина ихняя, и они не могут с этим смириться, что она просто уже ушла от них.
Я думаю, так. А что-то хотят, да. Хотят. А почему они до сих пор за 2 года этого не сделали тогда? У них же- Боятся, наверное, мирового где-то не то что мнения, а, наверное, ну, в общем, боятся, наверное, что не справятся. Скорее всего. У них же армия больше. Ну, я думаю, если думать о том, что у них больше армия, наверное, все-таки в Европе и, в общем, она посильнее. Ресурсы их недостаточно. Они уже это почувствовали, что не сложится у них, даже если чего-то такое они замышляют. Спасибо. Здравствуйте. Один вопросик. Скажите, как вы считаете, Путин хочет захватить Украину? Наверное. А зачем он его? Не знаю. Надо у него спросить. Спасибо. Скажите, один вопросик. Скажите, как по-вашему, Путин хочет захватить Украину? Он не знает, что делать с Лугандоном. Он подавился Лугандоном. До Украины ему он только может мечтать. Ну, вот, смотрите, Крым беспрепятственно перешел к России. Он не перешел. Это временно оккупированная территория. Ну, а почему он тогда это делает, как вы думаете? А потому что это второй мюнхенский сговор западных стран. А какой именно? Можете объяснить? Раздел Чехословакии. Ну, это было раньше раздел. Крым Чемберлен в свое время попустительствовал Гитлеру в его экспансии в Европу. Гитлер спокойно проглотил Судет, спокойно проглотил Австрию. И в итоге еще и аннексировал Чехию. Вы считаете, что Путин как Гитлер действует? Один к одному. Он пользуется... Какие санкции против него ввели? Если бы ввели такие санкции, как против Южной Кореи, отказаться от леса, отказаться от поставок всего, потому что то, что Россия поставляет, можно поставлять из Ближнего Востока, из Африки и из Канады в Европу. Может, чуть дороже. Транспортировку. Потому что нефть и нефтепродукты на американском континенте намного дешевле, чем Путин продает в Европу. Но тут еще фраг идет. Спасибо. Если бы ввели такие санкции жесткие против Путина, не поименно, а Россию поставили так, чтобы там половина предприятий остановилась. Газ, который они добывают, если его не экспортировать, задвижку закрыть нельзя. Это тебе не нефть, которую качают. Это вырвет всю вышку. Это значит его выпускать, травить в атмосферу. Вы не поняли? Я понял. Ну, то есть вы считаете, что он как бы... И он безнаказанно себя чувствует. Нет. Ну и военный потенциал Украины и России. И если начиная с 2008 года Россия все время вооружается, так 25 лет Украина разбазарила все, что было у нее, отказалась от ядерного статуса. Был бы 1/3 ядерного потенциала, которое было в Советском Союзе, на Украине осталось бы, Путин совсем иначе бы себя вел.
он 100 раз бы подумал, можно ли Крым оккупировать или нет. Крым, появились его человечки, хуйнули атомную бомбу туда. Один раз. На свою территорию, на свою. Мы имеем право. А как же мирные жители? Пусть с ними. То есть только так можно было его остановить, да? А как его еще? Если при Кучме и Януковиче и всех этих мудозвонов и 600-тысячной армии чтобы сраку свою закрывать, это вертухаи. Понятно. Ну хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. А вы куда? Это в интернет пойдет, в YouTube. Это в YouTube, интернет. Спасибо. Спасибо. Да, ну бред. Он может и хочет, но вряд ли. Мы не сдамся. Желания, они не всегда с реальностью совпадают. А вот, ну, а зачем она ему, если он хочет? Ну как, собиратель русских земель, он считает, что Украина это часть, или не часть, а ну так от как-то. Чим більше ти захопиш, тим більше ти будеш вважатися царем. У них же политика как, одна, ну, во все времена, собираем побольше, это все наше. А почему он до сих пор это не сделал? 2 года у нас конфликт. Он этого не сделает. То есть все уже. Время упущено. Уже так, ну, это раньше никто не думал, что такое возможно вообще. А все уже. Сейчас уже просто это физически невозможно. Это надо убивать всех подряд. Кого именно подряд? Українців? І не тільки українців, а й ті, що будуть супротивлятися путінській настанові. Это раньше можно было какую-то пропаганду, народ одурачить, там, вот как в Крыму произошло, там, вот. А сейчас уже все. То есть, ну, люди уже понимают, что это просто-напросто манипуляция. То есть сейчас надо только военными действиями. Но у них сил просто не хватит. А как нам вернуть Крым? Ну, тут это уже другой вопрос. Сложный, очень сложный, понимаете. Я даже сам затрудняюсь, как его вернуть. Ну це, мабуть, більше всього, що це не повернеться так просто і потім його не віддасть так просто. Це або буде понятное дело, что під тиском. Военными действиями здесь вообще, да я даже, ну это, мы ничего там не сделаем абсолютно. Дипломатия, ну я не знаю. Русская дипломатия, это я не знаю, это что-то. Они говорят одно, делают другое. Это непонятно вообще. Ну, сейчас надо решать мирно все. Скоріше всього, що це буде, Путін просто здасть позиції, ну, не буде далі захоплювати його, то все. І це буде обоюдне рішення, що ми вас не чіпаємо, ви нас не чіпаєте, Крим при нас залишається, і ми так якось затреться. Ну, просто у нас тоже ситуация такая в экономике, ну, не совсем простая. То есть здесь сейчас период, кто выживет дольше, или мы выживем, или Россия выживет. Понимаете, мы что же на кредитах все это. Вот. У них убытки, у нас еще больше убытки. Сейчас политика на выживание. То есть или мы откажемся от Крыма, там, от Донбасса, ну, или они откажутся. Это... Мені здалося. Анекдот, а може і не анекдот, це дійсно за історією було. Рузвельт, Черчилль і Сталін ділять в Севастополі, чи в Криму ділять територію Європи. Отгадаєте загадку, буде ваш Крим. Який середній палець? От середній палець, от вам наш Крим, а от вам наш Крим. От так. Дякую вам, дякую. Гарного дня. Молодые люди, добрый день. Скажите, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину?
как-то без разницы. Спасибо. Добрый день. Вопросик один. Скажите, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Я на эти темы не говорю, я его терпеть не могу и думать не могу. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Может и хочет. Прям Украину всю не думаю. А кусочек может. А зачем он ему этот кусочек? Не знаю. Ну, зачем-то же он организовали, воюет же на Донбассе. Зачем? Зачем ему это надо? Ну вот ваше мнение, зачем? Может, у человека какие-то амбиции непонятные для нас. Может, у него не все хорошо с мозгами. Мало ли. Уже человек от такого счастья уже совсем с ума сошел. Спасибо. Добрый день. Скажите, как вы считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Я не знаю. Может, А зачем она ему, если хочет? царский нрав. 2 года уже прошло, как бы он еще не захватил. Чего он ждет, по-вашему? Чего ждет Путин? А это у него спросить. Ну, а ваше мнение, представьте себя на месте Путина. На месте Путина и представлять себя не буду. Стыдно будет представить. Я не знаю, честно говоря. Добрый день, а вы как считаете, хочет ли Путин захватить Украину? Он сейчас не знает, здравствуйте, он сейчас не знает, что с Крымом делать и с Донбассом. Почему она ему Украина? Нет. Не хочет. А зачем он это затеял тогда все? Крым, Донбасс. Он предполагал, мне кажется, развитие событий совсем иное. Собиратель Нет. земель русских, да, извините. Да. Кавказ туда все дал китайцам, тут собирали. Он не ожидал просто, что будет такое сопротивление, что мировое сообщество так ополчится, что события будут так развиваться. И что дальше, как вы думаете, что нам дальше делать вот у нас? Крым уже не наш фактически. Донбасс тоже, в принципе. А мое мнение, отдать Донбасс, сделать границу новую. Потому что там такие капиталовложения нужно производить, чтобы их возобновить. Тем более, мне кажется, люди, те, которые там остались, они не поддерживают Украину. Ну, так нельзя говорить однозначно, но мое мнение такое. И вкладывать туда огромные деньги для восстановления Донбасса, мне кажется, это неправильно. То есть, по-вашему, Путину Украина не нужна, в принципе? Нет. Спасибо. События будут разворачиваться в 2017 году, когда выборы будут. Вот тогда уже будет однозначно. Будет он у власти, не будет. А почему в 17-м? А у него же выборы в России. Вот. Там прочат этого Шойгу, но если этот придет, то события будут разворачиваться точно так же, как и сейчас. И однозначно ничего не решится. Будет тоже Приднестровье с Украиной, вот как Абхазия та же, вот, как бы